Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радекин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Американский СПГ подорожает в 2 раза. Рост экспорта СПГ из Соединенных Штатов создает угрозу для их внутреннего рынка. Александр, что с добычей газа и ценами на него, и как это повлияет вообще на Европу и потребительскую способность? Дорогие друзья, будем считать, что СПГ – это такая завлекалочка. На самом деле речь про газ в самих Соединенных Штатах. Соединенные Штаты долгое время сами себя обеспечивали газом, но потом добыча стала сокращаться, появились прогнозы о том, что Соединенные Штаты скоро станут крупным импортером сжиженного природного газа, и вот где-то к концу нулевых годов уже стали вводить СПГ-терминалы, Соединенные Штаты нарастили импорт газа из Канады по трубопроводам. Для Канады это было прекрасно, потому что вот под боком у тебя крупный потребитель, которому ты продаешь какие-то неимоверные объемы, ну, неимоверные по канадским меркам. Хотя, почему? Ну, в принципе, это довольно существенные объемы, там 80 миллиардов кубических метров. Ну, то есть такая существенная величина. Для Канады так тем более. Вот. И тут да, и цены высокие. К году 2007 биржевые котировки, еще раз в Соединенных Штатах, биржевое ценообразование. а, Биржевые котировки поднимались где-то до $450 за 1000 кубических метров. Периодически могли подскакивать чуть ли не до $600 за 1000 кубов. Но это, знаете, вдруг неожиданно резко увеличился спрос. А так в среднем, ну да, вот 400, 450. То ли еще будет. Ну и, собственно говоря, многие проекты в области СПГ, производства СПГ, ориентировались на рынок Соединенных Штатов, потому что вот, пожалуйста, Соединенные Штаты, у них добыча все меньше, они скоро будут нетто-импортерами, притом им не просто нетто-импортерами, а еще и СПГ будут покупать все больше, больше и больше. Вот у них уже терминалы строятся, давайте строить заводы. Катар построил заводы, мы начинали проект «Штокман», ориентированный на рынок Соединенных Штатов в первую очередь. Но потом случился сланцевый бум, Соединенные Штаты увеличили добычу газа. И когда мы говорим Соединенные Штаты, понятно, что мы говорим про отдельные компании, притом некоторые компании там из нескольких человек состоят, они наняли буровую установку, буровая установка поработала, вот у них, пожалуйста, теперь есть скважина, еще скважина, ну, в общем, какое-то ограниченное количество мощностей им принадлежит, ограниченное количество инфраструктуры им принадлежит, и вот они там добывают этот самый газ. Были средние, были крупные компании, которые добывали там миллиардов по 20 кубических метров, я не шучу, это серьезно. Крупная американская газовая компания, 20 миллиардов кубов. Если вы 40 миллиардов кубов добываете, ну все, вы просто что-то невообразимое. Вот. Речь, понятное дело, здесь не про транснациональных игроков, здесь про местные компании, какую-нибудь там General Energy, вот ну, что-то такое. Но, тем не менее, это для понимания масштабов этого рынка. То есть это много-много сотен, тысяч компаний в нефтегазовой отрасли варятся, и вот то их количество увеличивается, если вдруг бум, то сокращается, если вдруг кризис. Ну, вот так примерно этот котел и варит. И цены стали снижаться. С 450 к началу десятых годов они снизились до $100 за 1000 кубов, а потом они снизились где-то до $70, там $72 за 1000 кубических метров. И наступил кризис в сланцевой вот этой индустрии, потому что ну, вы не можете тратить $100 на извлечение 1000 кубов и зарабатывать, когда у вас эту 1000 кубов покупают за $70. Ну, как-то вот, знаете, не бьется немножко экономика. Вот, некоторые стали разоряться, их стали покупать. Ну, в общем, нормальный, опять же, процесс. Кто-то разорился, его купили, либо он просто исчез с рынка. Опять же, добыча газа там в отдельные годы плавала, но, тем не менее, в общем и целом, добыча сланцевого газа росла тут за очень-очень-очень редким исключением. И в основном кризисы были связаны, как и любые кризисы. То есть у нас зачастую не понимают, когда говоришь, сланцевый газ – это пузырь. Вот в начале десятых это воспринимали по необъяснимой для меня причине следующим образом, что, мол, это ерунда, это только пиар, там никакого газа нет. Нет. Пузырь означает, что туда вливается слишком много денег, неадекватно много денег. Туда приходят люди, которые не смогут заработать на этой вот истории. Они неизбежно разорятся. То есть происходит перепроизводство роняет цены, цены обрушивают экономику значительной части компаний, компании разоряются, их покупают более удачливые игроки, и вот таким образом происходит постепенное укрупнение этого бизнеса. Вот.
Сейчас, до сих пор такого значительного укрупнения не произошло из-за специфики местного законодательства в последнюю очередь, а в первую очередь из-за того, что кризисы происходили ну, с завидным постоянством в области вот этого самого сланцевого газа. И последний скачок цен в сторону повышения мы наблюдали в 2022 году. Ну, точнее как, он, по сути, начался в 2021 году. Тогда заголосили отдельные американские сенаторы, мол, ребята, надо останавливать экспорт СПГ. Сейчас мы к этому придем. Действительно, цены росли, экспорт не остановили. В 2022 году цены выросли до многолетних максимумов, достигали они $350 за 1000 кубов. Казалось бы, ну и чего? Там в Европе 3600, и они ныли, хотел сказать, они не ноют, они, понятное дело, ныли по этому поводу. И, в общем, странно было бы не ныть, если у тебя 3600 за 1000 кубов. Вот. Но для Соединенных Штатов, которые с, наверное, 2009-2010 года не видели таких цен, для них цена выше $150, это, в принципе, уже что-то невообразимое творится. Там в отдельные периоды цены подскакивали там и выше, но это был период, это, знаете, это февраль 2021 года, когда энергетический кризис в Техасе случился. Там биржевые котировки скакнули, но они скакнули и тут же упали. А тут у вас котировки растут. Котировки растут, значит, растет себестоимость производства электрической энергии, а у вас газовая генерация стала подвигать угольную генерацию. Раньше газовая генерация 20%, 25% от выработки занимала, теперь она занимает более 40%, и наоборот, угольная генерация с 40% опустилась примерно до 20%. Ну вот, то есть газ вытесняет уголь, соответственно, у вас все больше и больше электричества производится на газовых электростанциях, и тут у вас цены растут. Что происходит? Ай-яй-яй, это же на все повлияет, это повлияет на всю экономику. Но потом, в силу, опять же, причин, которые не связаны с политикой самих Соединенных Штатов, а просто с ходом мирового энергетического кризиса, котировки в США припали. Очень удачно, кстати, что там сократилось количество вывозных мощностей. Ну, там в июне 2022 года поломался СПГ-завод, один из крупнейших. Повезло. Знаете, вот как в анекдоте. Знаете, просто повезло. Кто понял, какой анекдот, не пишите его в комментариях. Он такой. Так вот, дорогие друзья, к чему это все было? А это было к тому, что есть такая штука – экспортный паритет. И вот сейчас рубрика «Я же говорил». Потому как, когда США в первой половине десятых годов анонсировали, компании в Соединенных Штатах и руководство, посмотрев на эти компании, тоже стало говорить про начало экспорта СПГ. Сейчас мы построим СПГ-заводы на базе СПГ-терминалов, которые, никому не были нужны. И либо ты разоряешься, либо идешь в банк, говоришь: ребят, либо вы мне даете деньги, я строю СПГ-завод, либо я банкрочусь, и я не смогу вам деньги вернуть. Тут все прогнозы, знаете, просто в никуда. Вот все, ради чего я брал деньги, под что вы подписывались, не сбылось. Тут все по-другому. Никакого СПГ не будет. Я либо буду вывозить либо я буду производить СПГ, либо, давайте банкротиться. Ой-ой-ой, держи деньги, строй СПГ-завод. Если сильно упростить историю, СПГ-заводы стали строить, и вот уже тогда, высказывалась мысль, довольно банальная, что если реализовать все хотелки, которые рисует руководство Соединенных Штатов, как бы это руководство ни звали, вообще не важно, то получится, что в какой-то момент на внутренний рынок Соединенных Штатов неизбежно начнут влиять внешние котировки. А тут важное обстоятельство заключается в том, что не существует мирового рынка газа. Когда говорят мировой рынок газа, это условность. Это для простоты. Мирового рынка газа нет. Есть крупные региональные рынки. Почему нет мирового рынка? Потому что сколько стоит нефть? Всем понятно, сколько стоит нефть. Она с учетом транспортных расходов будет стоить одинаково в разных регионах мира. Не может быть такого, чтобы в одном месте нефть стоила $10, в другом месте она стоила $100. А газ, пожалуйста. Как в ранее приведенном примере. В США $350, в Европе $3600. Это как? А это так, что есть
Европейский рынок, азиатский рынок, североамериканский рынок. Североамериканский, потому что ценообразование в США, например, в США и в Мексике просто мексиканское ценообразование напрямую зависит от США. Ну, США такой законодатель мод региональный. Завершая эту тему, замечу следующее, что да, действительно, все больше, по сути, все больше влияния на внутренний рынок Соединенных Штатов оказывают внешние площадки. Чем больше у вас можно вывести газа, тем больше влияние азиатских котировок, европейских котировок на ваши котировки. А опережающий рост вывозных мощностей в условиях, когда у вас то падают цены и снижается инвестиционная активность, то поднимаются цены, поднимается инвестиционная активность, а внутренний спрос продолжает расти, у вас может случиться так, что произойдет такая вот вилка. Внутренний спрос растет, вывозные мощности растут, вывозят все больше газа, а добычные мощности за этим процессом не успевают. И тогда двукратный рост, о котором говорит Управление энергетической информации, покажется, не самым худшим сценарием. Двукратный, кстати, это где-то там до $150 за 1000 кубических метров. То есть вот так. Вот. Это будет не самый худший вариант развития событий, но это средние показатели по году. А американцы привыкли к более низким показателям, в том числе в области производства электрической энергии, что в общем и целом будет влиять на конкурентоспособность в местной экономике. И если будет развиваться так, все будет развиваться так, как развивается сейчас, мы с вами увидим, как какой-нибудь президент Соединенных Штатов скажет: вот эти коварные зарубежные игроки, вот заставили нас строить СПГ-заводы, мы просто от сердца отрываем свой газ, вывозим туда, им помогаем, им вот везем наше народное национальное достояние, а у нас наш потребитель простой американский страдает. Ну как, президент? Сначала он будет кандидатом, он будет топить вот за эту идею. А предыдущий президент этого не сделал, вот ничего с этим не сделал. Не слушал чаяний народных. Вот сейчас стану президентом, закрою к чертовой матери все эти СПГ-заводы, которые построили американские предприятия, потому что, боялись разорения. Вот. На пике вот этого сланцевого бума. А сейчас, извините, бума нету. Да, при этом добыча растет. И добыча больше, чем была вот во время этого самого, во время того, как сланцевый пузырь надувался. Но почему уж добыча больше? Да по той же причине, почему сейчас домов в Штатах больше, чем было во время кризиса на рынке недвижимости, который был году в 2007. Потому что там было перепроизводство, и люди столкнулись с тем, что, извините, неплатежи в банк все больше и больше, 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 больше. Хопа, банк лопается. Вот. А потом как-то устаканилась ситуация, новые правила ввели, начали работать, укрупнились где-то, уплотнились, государство где-то денежки вложило. Вот, все, работаем. Но бесконечно наращивать добычу невозможно. А в условиях отсутствия возможности планировать, свободный рынок, невидимая рука, она влезла и делает что-то, видимо, кому-то хорошее. Так вот, эта невидимая рука рынка в такой ситуации, скорее всего, доберется до горлышка и его сдавит. До горлышка простого американского потребителя, который и так не поправил свое благосостояние с 2020 года и сейчас, в общем, находится не в самом лучшем положении. Иначе, наверное, Дональд Трамп не выиграл бы на выборах. Но ничего. Как известно, знаете, оптимист считает, что хуже уже не будет, пессимист считает, что хуже уже не будет, а вот как считает оптимист, напишите в комментариях. Ну а на сегодня будем заканчивать. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. И подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». И на сайт «Инфотек» заходите, там Борис Леонидович только что разоблачил очередную батарейковую сенсацию. Знаете, ядерную батарейку сделали. Вот прочитайте, почему это сенсация и где в реальности ядерную батарейку можно будет использовать. На сегодня все. Всего хорошего.